Все началось с неожиданного телефонного звонка поздно вечером, с заманчивым предложением прожить неделю в палатке. На раздумье полчаса. Недолго думая, я согласился. Через несколько дней пришла пора выезжать. Здорово. Здорово, Костя. Здорово. 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 Дорога от Санкт-Петербурга до места проведения форума представляла из себя 15 часов страданий и тщетных попыток уснуть на неудобном сиденье автобуса. Надо ли говорить, что к тому моменту, как автобус подъехал к воротам, участники находились не в лучшем физическом и моральном состоянии. Как только мы приехали, на входе нас заставили сдать всю еду и напитки. Однако грела мысль, что раз уж мы приехали к лагерю, то скоро и поедим, и отдохнем. Как же мы ошибались. Для того, чтобы попасть в лагерь, нужно было пройти регистрацию, что весьма ожидаемо. Чуть менее ожидаемо то, что софт, используемый для регистрации участников, полное днище. Система никак не хотела признавать меня и еще нескольких участников из нашей группы. Для нас это вылилось в 3 часа ходьбы между соседними палатками и стояния в бесконечных очередях. В общем, как-то так это все. Кое-как наконец-то заселились. Пришлось всего 3 часа ходить по очередям, ждать, пока нас везде зарегистрируют, ждать, пока обновится база данных и так далее. Итак, все участники разделены на 50 двадцаток. Догадайтесь, какой двадцатки я? 18:45. Всех приглашают в большой синий лекторий. И Ну а мы пока так, окунемся в классику. Правда, я в современная 51-й обработка. двадцатке. Что же за 51-я двадцатка? Это двадцатка тех людей, которым по какой-то причине не досталось места в первых 50 двадцатках. Да. Так что пока нас всех загрузили в одну общую палатку, и к вечеру нас расселят по другим. По тем палаткам, в которых мы изначально должны были быть. Сегодня вечером должна быть лекция якобы от министра связи России. Будет интересно посмотреть. А в 9 вечера будет торжественный концерт открытия. Посмотрим, что из этого выйдет. Я не буду подробно описывать содержание лекции, так как оно должно относительно легко гуглиться. Если вкратце, то основные идеи, которые должны были быть отложены в головах подрастающего поколения, можно вполне ожидаемо описать как: Пришло время налаживать импортозамещение. Импортозамещение само не наладится. Наладь его еще раз. Зачем нам переживать о санкциях? У нас нет времени, чтобы переживать о санкциях. Лучше наладим импортозамещение. Я создаю стартап по 3 раза в день. Каждый стартап занимает по 20 минут. Ну, вы поняли. В принципе, почти то же самое, что можно услышать в любое время суток по Первому каналу. Только в этот раз вместо журналистов мы все это слышим от тех людей, кто, собственно, это все придумал. То есть напрямую, из первоисточника. Хочу ответственно заявить, в Российской Федерации цензуры нет. Ни в средствах массовой информации, ни в интернете. Кстати, любопытный факт. Представитель Ростелекома, заглянувший на одну из лекций, рассказал, что по их данным интернет-сеть лагеря наиболее загружена как раз во время лекций, что как бы намекает. Вот так улетают министры. После отправления этого вертолета пришло время ужина. Кстати, о еде. То, что вы сейчас видели, это не забег на время и не попытка спастись от чего-то большого и страшного. Это просто группа студентов, на опыте узнавших, что бывает с теми, кто не поторопится к началу приема пищи. А с ними происходит следующее. 1000 человек одновременно стоит в 3 очередях на раздачу. Сменный график тут бы не повредил. Хотя к качеству самой пищи вопросов нет. Все вкусно и сытно. После лекции министра связи я отправился осматривать территорию форума, когда мое внимание привлек макет спортивного авто неподалеку от главной сцены. Очевидно, его создатели в какой-то момент задались вопросом, как сделать свое авто более патриотичным, чтобы оно уместно смотрелось на таком форуме. Им пришла в голову замечательная идея назвать свой автомобиль Крым. Действительно, почему бы и нет? Прошло еще немного времени, и народ начал собираться на церемонию открытия форума.
началась она с довольно эпичного лазерного шоу на тему российской истории и дисциплин форума. Наши предки в далеких веках даже мечтать не могли о предметах обихода, без которых вообще невозможно представить современную жизнь. Молодые ученые и преподаватели в области IT-технологий расскажут нам о новых достижениях и перспективах развития компьютерной техники и информационных технологий. После лазерного шоу участников форума вышли поприветствовать различные высокопоставленные лица. Например, губернатор Владимирской области. Это место выбирала молодежь. Они собрались, посмотрели несколько мест в области. Это место приглянулось больше всех. Затем нас познакомились со студенческой частью организаторов форума. Давайте теперь все вместе с вами на 3-4 откроем этот форум. На 3-4 форум открыт. 3-4! Форум открыт! Спасибо! Потом события приняли несколько неожиданный оборот. Организаторы вспомнили старинную русскую традицию встречать гостей хлебом с солью и сделали именно это. Они вынесли хлеб с солью. Один. На всех. Я оказался неподалеку от места, где это случилось, так что успел выхватить небольшую долю до того, как на него накинулось полчища голодных студентов. Хлеб и соль! Все, отведайте! Это маленькая толика того гостеприимства, которым отличается российская глубинка. В следующей части церемонии был включен телемост с крымским форумом Таврида, потому что Крым, патриотизм и все такое. Всем участникам форума вручили по мерцающему воздушному шарику, после чего по команде ведущего эти шарики были дружно выпущены в небо. И, надо сказать, для меня это была самая запоминающаяся часть этой церемонии. Согласитесь, такое зрелище не часто увидишь, выглядит необычно и красиво. На этом обязательная часть представления закончилась, и дальше начались развлечения, рассчитанные на более простое восприятие. Мужики! А теперь снова девчонки! Хорошо, а теперь только те, у кого волосатые ноги. Дальше начала играть какая-то музыка, и случился небольшой фейл. На сцену вышла какая-то группа, которую упорно не хотели представлять, и, честно говоря, я до сих пор не знаю, кто это был. Видимо, подразумевалось, что они настолько известные, что все их знают. Может быть, конечно, я живу в пещере, но песню, которую они пели, я до этого не слышал ни разу. Я сам сказал, меня не представлять. Знаете, почему не представлять? Потому что петь будете в основном вы. За морями, океанами где-то. Это русский рэп. Я спрятал там сердце за пазухой лет. Это нормально, что я не знаю, кто это? По солнечным светом. Теперь ты знаешь, я точно смог на бедном тебе. После окончания церемонии пришлось еще какое-то время ждать, прежде чем нашу злополучную 51-ю двадцатку расселили по надлежащим палаткам. Короче, уже почти полночь. Нас все никак не расселяют. Холодно, просто дичь. И плед не достать, потому что придется обратно запаковывать всю сумку. Админы, вы где? Админы. Короче, я выпросил спальник. Без него вообще была бы жесть. Под плед меня бы замерз. Второй день форума ознаменовался приездом первого лица государства, а также дефицитом горячей воды. Я только что вышел из душа, и это просто леденящий душу
Горячей воды нет уже второй день. К счастью, на улице уже не так холодно, как ночью. Приезд Владимира Владимировича был для нас сюрпризом, так как заранее мы об этом не знали. Тут начинается движуха. Скоро приезжает сам ВВП. Все готовятся. Там толпа каких-то людей в форме. Нас всех заставили одеть наши форумные футболки. Как видно, на ней нарисована правая рука. Я не совсем уверен, какая связь между айтишниками и правой рукой, но, видимо, у админов этого форума есть какая-то аналогия. Даже не знаю. Сама встреча происходила следующим образом. Нас собрали в большом лектории, и в течение 2 часов всем было запрещено входить и выходить оттуда. Видимо, из соображений безопасности. После чего всем на радость появился Владимир Владимирович и в течение какого-то времени отвечал на поступающие из аудитории вопросы. В значительной степени уже на собственной базе. Как много внимания этим направлениям деятельности уделяет Италия. Вскоре после окончания встречи нам разрешили покинуть лекторий, и мы наблюдали, как наш президент улетает по своим делам на своих 3 вертолетах. На этом закончилась суматошная первая часть нашей смены. В дальнейшем, когда все уже освоились с лагерным бытом и больше не нужно было беспокоиться о скором визите важного гостя, появилась возможность поближе ознакомиться с интересными фичами лагеря и проектами участников, а может даже завести какие-то новые знакомства. Но обо всем этом я расскажу в следующей части видео. Подписывайтесь и не пропустите!